Для этого видео мы протестировали образцы краски 4 производителей. Мы не заявляем, что один производитель делает краску хуже остальных. На результаты могли повлиять условия, в которых конкретные протестированные образцы хранились и перевозились до нас. В выводах представлено наше мнение, которое может не совпадать с вашим. Это нормально. Здравствуйте, меня зовут Алексей, это компания WorkTrack. Сегодня мы хотели поговорить с вами о краске, точнее о ее качестве. Часто бывает такое, что маляры сталкиваются с некачественным сырьем. Сами понимаете, краска сейчас стоит дорого, и если придется перекрашивать автомобиль, кабину, либо крупную запчасть, то это встанет в копеечку, соответственно и убьет уйму времени. Обычно, когда приходишь к дистрибьютору с проблемой некачественной краски, они валят на плохие условия в покрасочной камере, говорят, что не соблюдались технологические процессы при замешивании краски. В общем, говорят все, что угодно, лишь бы не признавать вину за собой. Мы, кстати, недавно столкнулись с подобной проблемой. Но есть большое но. У нас профессиональная покрасочная камера и мастера с опытом работы более 10 лет. И все технологические процессы от поставщика краски соблюдались всегда. Видео, кстати, про нашу покрасочную камеру можете посмотреть по ссылке. И вот сегодня мы хотели бы проверить 4 вида краски. Это Gravihell или липучка, это Mobihell и база под лак. И 4-й вариант – это краска Mobihell, с которой у нас как раз возникли проблемы. У нас 4 люка, все люки из одинакового металла. Все они одинаково подготовлены к покраске, с металла убран глянец. Приступаем к покраске. Ну что, детали покрашены, уже подсохли. Давайте посмотрим на результат. Хотелось бы сразу сказать, что все детали красились в одинаковых условиях. Это один и тот же краскопульт с одними и теми же настройками и одно и то же расстояние при покраске. Также сохли они в этом помещении все вместе. Смотрите, первое у нас здесь это Mobihell, с которой у нас были проблемы. Это Gravihell липучка, это Mobihell от поставщика и, соответственно, база под лак. Ну что, давайте посмотрим поподробнее каждый люк. Ну что, переходим к первому люку. Он был покрашен краской Mobihell, как раз с которой у нас были проблемы. Сразу здесь видно неравномерную шагрень, видно кратеры, при работе с которыми, если их попытаетесь убрать, будут белые пятна. Также вот мы замешивали краску, вот фильтр, и можно посмотреть, здесь есть белые вкрапления, что свидетельствует о том, что краска — это полный брак. Следующий люк покрашен краской Gravihell или так называемой липучкой. Можем сразу обратить внимание на шагрень. Шагрень здесь равномерная. Да, присутствует небольшая сорность, но она убирается с помощью полировки. Также фильтр после замешивания краски полностью чистый. И, в принципе, маляры сказали, что краска им очень понравилась и понравилось, как она легла. Третий люк покрашен краской Mobihell, так же как и первый, только отличается датой поставки. Можем посмотреть, здесь хорошо видно шагрень. Шагрень здесь крупная, хорошая, ближе к заводской. Но при малейшем рассмотрении, если присмотреться, видно маленькие кратеры, которые неизвестно, как себя поведут при полировке. Уберутся они или нет, это неизвестно. И фильтр после замешивания краски, видно, что фильтр достаточно чистый. Эта краска у нас пока стоит под вопросом. 4-й люк был покрашен краской базы под лак. По мнению маляров, эта краска повела лучше всего себя. Здесь хорошая шагрень, минимальная сорность, нету никаких кратеров, а та, что сорность есть, легко убирается с помощью полировки. Также фильтр после замешивания краски идеально чистый. По нашему мнению, это очень хорошая краска. Вот и закончился наш небольшой эксперимент. И что хотелось бы еще сказать, дорогие друзья, прежде чем красить крупные детали, будь то каркас кабины, либо кузов автомобиля, покрасьте сначала небольшую деталь, посмотрите, как ведет себя краска. Казалось бы, это прописная истина, но многие про это забывают. С вами была компания WorkTrack. До свидания.